Всем привет, меня зовут Алла, и сегодняшнее видео это влог, в котором я буду показывать, как меняла утеплитель в зимней куртке. Сейчас я показываю мое до, вот тут хорошо видно такие прям рельефы. Куртка была куплена в 2021 году, кстати, я не занимаюсь ремонтами одежды, Э, это моя личная куртка, и, как я потом уже для себя определила, это был вызов самой себе. Как получится, смогу, не смогу. И, если честно, в какой-то период хотелось просто все бросить, выбросить и забыть, но опыт, который я получила за этот пошив, перепошив, в общем, пока меняла утеплитель, опыт прям бесценен, правда. Давайте рассмотрим. Смотрите, ну, я думаю, что эта проблема многим известна. Вот тут совсем все пусто, просто плащевка. Вот тут утеплитель, который сбился. И, кстати, сразу скажу, что все лайфхаки, которые там существуют в интернете, все это я перепробовала, и вешалки, и фены, мячики, в общем, скалки, все это уже пройденный этап. И когда я начала это все исправлять или переделывать, то я в принципе поняла, почему это все не работает. Также я пыталась найти на просторах интернета какой-нибудь хороший мастер-класс, где бы было показано, как правильно делать именно замену утеплителя. И такие мастер-классы есть, но есть нюанс. У меня обработка или технология пошива этой куртки отличается от всех остальных. И на самом деле я на это никогда не обращала внимания, так как я не швея, и я в принципе крайне мало шью одежду, то на этот момент я не обратила внимания. Когда я начала смотреть мастер-классы и потом взяла свою куртку, ну, я немножко удивилась, так как все швы у меня обработаны бейкой, тогда как в классическом варианте это просто должна была быть подкладка цельная, да, тогда все как бы просто. Как просто посмотрела мастер-классы, как делают это мастера, и казалось, что это не так сложно. Но у меня случай немножко другой. Опять же, повторюсь, почему это были какие-то личные мои открытия в пошиве, потому что тут с каждым швом, то есть вы же понимаете, оно сшито. Вот сначала я рассмотрела, как, что. Тут еще технология очень интересная, сборки, то есть понятно, что одно пришивается, затем второе, и чтобы это распустить и потом заново собрать, нужно это понять. Не совсем мне тут были понятны все узлы, но это и не удивительно, потому что я не швея, одежду я шью крайне мало, поэтому, ну, как-то так. Плюс у меня в планах не было полностью распарывать эту куртку и шить ее заново. Я точно сразу поняла для себя, что я не хочу распарывать там, где молния, то есть полочки, там карманы. Ну, в общем, то есть я изначально понимала, что это будет такая полная замена частями. Ну, в общем, я сейчас коротко, конечно же, покажу, как делала, расскажу подход свой, да, ход своих мыслей. И, возможно, это видео вас вдохновит на какие-то свои швейные подвиги. Кстати, первое, что я для себя, знаете, такую галочку поставила о том, что Коламбия свои куртки шьет хорошо. Так как я ее увидела изнутри, некоторым моментам я прям приятно удивилась. И, конечно же, я их покажу вам. Тут я еще рассматриваю все швы, думаю, из чего мне начать, какие швы мне распарывать, а какие я могу оставить. Ну, в общем, начинаю распарывать рукав. Что я вижу? Бейка покроена по косой. Это приятно, так как очень многие производители на этом экономят и не делают так. Следующий этап — срезы швов полностью обработаны на оверлоке. Опять же, чаще всего так никто не делает, потому как швы закрываются косой бейкой. Зачем еще тратиться на оверлок? Также внизу проймы, вот тут, где рукав, сделана закрепка. Причем закрепка не просто вперед-назад, видите, а так, как делаются закрепки на джинсах.
Так, рукав, смотрите, верхнюю часть я отпарывать не буду. Я уже, в принципе, придумала, как здесь буду вставлять утеплитель так, чтобы ну, не распарывать этот шов. Зачем мне делать лишнюю работу? Так, вот тут, смотрите, тут прошито насквозь. И тут тоже я распарывать не хочу. Конечно же, вот этот шов я сейчас распущу. Тут я еще оставляла там кусочек в надежде, чтобы не распарывать манжету, но нет. Я в итоге все распорола. И вот еще раз вам показываю, здесь тоже под косой бейкой обработано все оверлоком. И вот долгожданный мой, как говорится, момент я достаю, чтобы посмотреть, какой же там утеплитель. И вот так он выглядит. Да, это, конечно же, не пуховик. И на бирке написано, что там полиэстер. Но какой полиэстер? Непонятно. Синтепон тоже полиэстер. А, ну, естественно, вот вы видите, я достаю с рукава. Ну, вот в таком виде помогут ему лайфхаки. Вешалка, фен, мячики. Ну, конечно же, нет. Все это утеплитель, который сбился. И, кстати, хочу отметить, что, несмотря ни на что, я куртку относила 5 лет. И, ну, хорошо носила я ее, она хорошо носилась, я ее очень любила и люблю. Не пожалела, забегая наперед, скажу, что я вот поменяла этот утеплитель, вообще не пожалела и на самом деле очень рада, что я ее оставила. Ну как оставила? У меня уже есть новая зимняя куртка, а это я просто, знаете, как вызов для себя, как я уже говорила, да, получится, отлично, будет на сменку вторая курточка, не будет, не получится, ну окей. Далее, почему я не стала распускать вот эти строчки? На первый взгляд, если честно, я думала, что они так построчены, но когда я посмотрела внутри, здесь резинка. Вот, смотрите. Тут буквально сантиметровая резинка, и она вот так на каждой строчке, вот так внутри. То есть где-то полсантиметра с одной стороны, пол с другой. И а, вот так это выглядит. И я решила, что утеплитель я пришью именно к резинке с одной и со второй стороны. Таким образом утеплитель у меня будет зафиксирован, но при этом все строчки останутся. Кстати, по поводу утеплителя. Вот такой утеплитель я буду использовать. Это Slimtex 250 грамм на квадратный метр. Достаточно плотный, и производитель утверждает, что эта плотность подходит до -15 при условии, что плащевка. Ну, то есть там производитель расписывает, для каких тканей, да, там пальто, плащевка, в общем. Я выбрала такой. Почему не пышный? Почему не синтепон? Ну, потому что я так решила. Потому что синтепон нельзя ни утюжить там. Ну, в общем, шить с него проблематично. Да, его можно стирать, но этот утеплитель также можно и стирать. И вот вы сейчас видели утюгом вполне прекрасно. Я его утюжу с паром. Вообще с ним никаких проблем не происходит. Я часто с ним, ну, с этим утеплителем шью сумки. Кто смотрит мои мастер-классы, те прекрасно знают это, видят. И поэтому это, знаете, как годами проверенный утеплитель. И, кстати, свою единственную куртку, которую я сшила, демисезонную, я шила ее в прошлом году. Также Slimtex, ну, по-моему, я использовала 150. Я показывала эту куртку в каком-то из влогов, и, но я там стегала. У меня там плащевка с одной стороны, плащевка с другой, и я делала стежку. Ну, так как это демисезонно, мне сложно сказать. Мне эта куртка очень нравится, я ее ношу, она у меня одна из любимых. Ам, Ну, в общем, утеплителем довольна, поэтому я даже не размышляла там, а может синтепон, а может что-то еще, там синтепух. Нет, я точно сразу знала, что я буду, если и буду менять, то только на Slimtex.
Также хочу сразу прокомментировать тот нюанс, что я, несмотря на то, что снимала весь процесс, ну, практически весь процесс замены утеплителя, я не комментирую, да, вот как обычный мастер-класс, где я каждый шаг вот тут прикладываем, вот так прошиваем. Почему здесь я его не комментирую? Во-первых, потому что я не считаю себя экспертом в ремонте одежды. Но и даже несмотря на это, у меня есть мастер-классы, например, там как пошить топик, да, но это не совсем ремонт, это пошив одежды, и я не считаю себя экспертом. Но там я, например, пошила 10 топиков, я уже наработала какую-то свою особенность, и я уже, в принципе, готова дать на этом мастер-класс. Но даже дело не в этом. Здесь дело в другом. Когда я поняла, что технология пошива именно этой куртки, я не знаю, может быть, вся Коламбия так шьется. Я, кстати, ради интереса буду в следующий раз там в магазине. Мне вот просто интересно уже посмотреть, эм, вся ли линейка у них так шьется. Или это только мне такая курточка попалась. Ну, в общем, это большая редкость. Зачастую вы даже можете просто проверить, да, пойдите в свой гардероб, откройте и просто посмотрите. Ну вот сколько вы найдете таких курток, там, где все швы вот таким образом обработаны. Их будет очень-очень мало. Но начала снимать какие-то моменты, кто-то может увидеть для себя, да. Вот, например, сейчас я прям хочу это прокомментировать. Плащевка — это очень скользкая, сыпучая ткань, полотно, ткань. И поэтому берем зажигалочку, обрабатываем края, и все прекрасно. Мало того, край стабилизируется, так как это не натуральная ткань, он немножко так припаивается, и с ним супер удобно работать. Всегда края я обрабатываю, и вот прекрасно. Также, возможно, вы какой-то нюанс для себя увидите, что-то, знаете, м, никогда не знаешь, когда нападет вдохновение. Вот поэтому снимала, поэтому рассказываю таким влогом, но при этом быстренько вы видите, что кадры у меня ускоренные, но не настолько прям, что там ничего не разобрать. Все, в принципе, понятно. Но всегда можно написать, если что-то непонятно или есть какой-то вопрос. Всегда можно написать комментарий. Я все комментарии вижу, все читаю. Если там какой-то вопрос, всегда отвечаю. Поэтому не стесняйтесь. И, кстати, ну иногда бывает такое, что, например, человек написал, мне пришло уведомление, у меня есть время, я захожу и сразу же на него отвечаю. Бывает такое, что я, например, вижу, да, утром, к примеру, утром, утренний кофе, я сижу, отвечаю на комментарий, и я вижу, что, например, комментарий был написан там 23 часа назад. Ну, то есть я понимаю, что вчера я только поответила на все комментарии, попила утренний кофе. За целый день я была занята, я не заходила. И увидела я это на следующий день. Ну, то есть как-то вот, ну, по-разному. Но я всегда читаю и всегда отвечаю. Если вы хотите написать мне прям личное сообщение, выслать какую-то фотографию, например, что-то спросить у меня по стежке, по шитью, по вышивке, по вязанию, вы знаете, у меня такие мастер-классы тоже есть, то пишите в Инстаграм или в ТикТок. Кстати, куда можно применить этот утеплитель, старый утеплитель? На мой взгляд, если вы, как и я, вяжете игрушки, то вполне его. Он, кстати, хорошего качества. Вот несмотря ни на что, давайте еще этот момент обсудим, да, что я вот говорю о том, что Коламбия хорошо пошила, прекрасно, я же вижу изнутри, как оно все пошито, какими нитками пошито, да. Хорошо, все, претензий ноль. А, Но вот вы же меняете утеплитель, он же сбился, да. Но давайте вернемся к тому, что я 5 лет, 5 относила эту куртку, стирала я ее в стиральной машинке часто, часто. Я не, ну, я все так. У меня нет проблем с этим. Кстати, лайфхак по поводу, как стирать меньше, да, увидела только в этом году, хотя уже мои знакомые давно пользуются этим, оказывается. Вытирать вот там, где возле лица на воротнике, убирать мицеллярной водой.
попробую, попробую. Ну, то есть, несмотря ни на что, 5 лет частой стирки эта куртка отслужила. То, что я ей дала вторую жизнь, я окей. Ну, даже если нет, 5 лет для куртки, я считаю, это норм. И сейчас вы на своих экранах видите шок-контент. Нет, это мне не уже лень стало, это я для себя лично. Я прошу всех, наверное, всех мастеров, я не знаю, вы так делаете? Вот если вы мастер, если вы швея, вы занимаетесь ремонтом, вы бы так сделали? Мне кажется, нет. Мне кажется, мне б, надавали линейкой по рукам, если б я училась на швею и такое начудила. Ну, вы видели, да, я просто разрезала подкладку с двух сторон, затем грубо зашила вот так. И сейчас все это красивенько зашила потайным стежком. То есть я припусками закрыла то, что я разрезала. И зашила это, естественно, зашила потайным стежком, очень мелким, красивым. А стежку в этих местах я сделала ручную, вот так, к подкладке. И вот пришло время, нет, не думайте, что я что-то перепутала, пришло время поговорить о подкладке. Это моя сумка, я ее шила, и мастер-класс на нее я снимала. Кто видел, тот прекрасно ее знает. Шила я ее для себя, мне такой формат удобен. Ну так вот, поносила я ее от силы неделю. Неделю, представляете? Вот я считаю, что я хорошо шью сумки. И в принципе свои сумки я ношу годами. И не только я. Но это о том, что почему я люблю шить и использовать те вещи, которые я годами тестирую. Вот эта подкладка из, казалось бы, такой же плащевки. Смотрите, что с ней стало. Дальше просто сумка лежала. Но она мало того, что эта плащевка вытерлась, смотрите. Мало того, она еще испортила мне чехол на телефон. Вот представьте, выхожу с дома, никого, ну ничего не предвещает беды. Туда ключи, телефон. Я для чего вот делала этот кармашек? Для того, чтобы ключи не царапали телефон. Вот у меня там в этом кармашке ключи, дальше телефон и, по-моему, карточка. Ну, в общем, ну что-то такое. И я достаю телефон, а он весь в этой краске. И вот вам наглядное сравнение двух материалов. Казалось бы, да, на вид практически одинаковых. Но куртка носилась 5 лет. И я сейчас покажу единственное место, в котором она протерлась. И то, повторяюсь, она протерлась, но она меня не красила. Это вот тут, на рукавах, внизу. Вот, там, где манжета. Да, протерлась 5 лет. И сумочка, которая протерлась, а точнее полиняла, вылиняла, не знаю, как хотите это называйте. Я очень злая, сумку эту, естественно, не ношу. Поменять подкладку в этой сумке равносильно сшить новую сумку. Поэтому вот так вы сейчас видите перед собой мой конечный результат. Я поменяла полностью утеплитель, кроме воротника и капюшона. Результатом довольна. И несмотря на то, что в какие-то моменты мне хотелось все бросить, забыть и выкинуть, но все же я довольна, что я не остановилась и закончила. И на этом видео будет подходить к концу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и видеть их первыми. Если остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Все их вижу, все читаю и обязательно отвечаю. Вам желаю ровных строчек и творческих проектов. На сегодня все. Всем пока-пока и до новых встреч на моем канале.